Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Всех приветствую на своем канале. В данном видеоуроке будем вязать из остатков шнурочка. Будем вязать вот такие милые брелочки на сумочку, либо на ключи. Для работы нам понадобится совсем чуть-чуть шнура, то есть вяжем из остатков шнурочка либо пряжи. Ну вот такая милота. Вяжется в технике тунисское вязание крючком, но вязать мы будем обычным крючком. В данном мастер-классе все подробно объясню, как вязать, справится даже новичок. Итак, приступаем. Итак, для работы нам понадобится шнур. У меня это полиэфирный шнур. Карамель Бэби 2 миллиметра. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под данным роликом. Вязать я буду крючком номер 3. Так, еще нам понадобится 2 бусины, иголочка для их пришивания, холофайбер. И если вы делаете брелок так же, как и я, то кольцо с цепочкой. Итак, приступаем. Делаем кольцо амигуруми и провязываем первую петельку. Вытянули, провязали. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Всего 6 воздушных петель. Разворачиваем наше вязание. Вязать будем далее за перемычки. То есть будем вытягивать петельки, как при вязании тунисским крючком. Итак, смотрите, сразу же первую перемычку вытягиваем. Вторая петелька на крючке. Следующая перемычка у нас идет. Третья петелька на крючке. Четвертая, пятая, шестая. Итак, раз, два, три, четыре, пять, 6 петелек на крючке. Захватываем, заходим в наше кольцо, вытянули петлю и далее провязываем все петельки по 2. Абсолютно все петельки мы провязываем по 2. Провязали первый ряд. Далее делаем воздушную петлю и снова за первую же перемычку вытягиваем петельки. Таким образом, чтобы на крючке у нас уже было во втором ряду 7 петелек. Итак, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова ныряем в наше колечко, вытянули петельку и далее все вместе провязываем по 2. Провязали второй ряд. Так, далее воздушной петли никакой не провязываем. В третьем ряду у нас тоже 7 петелек должно быть на крючке, поэтому никаких воздушных петель. Сразу же в первую перемычку. Вторая петелька на крючке, третья, четвертая, пятая, шестая и 7. Снова ныряем в наше кольцо и по 2 возвращаемся в исходное положение. Провязали третий ряд. Теперь смотрите, мы как бы посерединке наш лепесточек будет вот такой вот, то есть надо нам его сделать как бы углубление, как бы такое сердечко. Поэтому мы сейчас провязываем 2 соединительные петельки в первую же перемычку. Раз, два, 1 петля на крючке. И остальные перемычки, как обычно, мы провязываем таким образом, чтобы на крючке у нас образовалось 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Снова ныряем, захватили и по 2 возвращаемся обратно. Сделали как бы на нашем листике такое углубление. Далее провязываем 2 воздушные петли
И опять же за первую перемычку мы нанизываем петельки. 3, 4, 5, 6 и 7. То есть снова у нас на крючке 7 петелек. Снова в колечко и по 2 возвращаемся обратно. Еще один такой ряд, где 7 петелек. 3, 4, 5, 6 и 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек. Нырнули в наше колечко и по 2 идем обратно. Так, далее последний наш ряд, он будет состоять из 6 петелек, поэтому первую делаем соединительной, и остальные мы снова надеваем на крючок, то есть сейчас их должно быть 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нырнули в колечко и все провязали по 2, вернулись в исходное положение. Все, мы как бы провязали наш лепесток. Теперь остается только соединительными петельками за каждую перемычку. Вот таким вот образом мы идем за каждую перемычку соединительной петлей и также соединительной петелькой за наше колечко. Все, мы провязали один лепесточек. Он пока у нас выглядит так. Мы когда будем стягивать наше колечко, да, они все у нас будут, ну, такие, как бы, вот мы их так вот стянем. Итак, теперь набираем петельки для второго лепестка. Мы сделаем трехлистник. В принципе, по желанию вы можете сделать такой, как бы, счастливый листочек клевера, там, где 4 листика. Но в данном видеоуроке мы вяжем трехлистник. Набираем снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем и за первую перемычку сразу вытягиваем петельки. Изначально, если вы помните, у нас их было 6. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ныряем в кольцо, все провязываем по 2. И дальше, как вы помните, мы все провязываем точно так же, как вязали первый лепесток. Делаем воздушную петельку, и сейчас уже у нас их будет на крючке 7. Сразу в первую перемычку, в каждую петельку, чтобы было 7 петелек на крючке. 2 ряда провязываем там, где у нас 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Этот и следующий ряд. Потом соединительными петельками провязываем 2 петли, это будет серединка лепестка, то есть 5 петелек на крючке. И далее снова 2 рядочка у нас идет 7 петелек, и последний ряд 6 петелек. То есть вяжем вот этот второй и еще один листик точно так же, как я вам показала вязание первого. Итак, когда связали третий лепесток, у нас вообще будет 2 такие детали. В одной детали мы просто делаем вот так вот в кольцо соединительную петельку, воздушная петля и обрываем нить. Да? А вторая деталь у нас будет с хвостиком. То есть мы сейчас вот сделали сюда, когда провязали третий лепесток, сделали в кольцо соединительную петельку и набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушных петелек. И 1, 2, 2 перемычки пропускаем. Будем за перемычки вязать. 1, 2, 2 пропустили. В третью провязываем, сделали накид, провяжем полустолбик с одним накидом. То есть вот так вот 3 петельки провязываем вместе. В следующую перемычку то же самое. 2,
3, 4, 5. 5 полустолбиков с накидом. Далее мы провязываем столбик без накида 1, столбик без накида 2. И ныряем снова в кольцо, закрепляем соединительной петелькой. Вот такой у нас получается хвостик. Закрепили соединительной петлей, сделали воздушную петельку, и все, и можно обрезать нашу ниточку. В принципе, не обрезайте всю, оставьте хвостик для сшивания. Ну, вот такого хвостика мне вполне будет достаточно. То есть, когда вы делаете вторую деталь, вторая деталь будет без хвостика для сшивания и без вот этого вот хвостика. То есть мы во второй, ну, как бы одна деталь без этого хвостика и без хвостика для сшивания. Так, затянули. Теперь можно затягивать наше кольцо. То есть вот хвостик от кольца. Очень сильно стягиваем, сильно-сильно стягиваем, чтобы у нас получились вот такие красивые листики. Смотрите, как сразу листики раскрываются вместе с нашим хвостиком. Еще сильнее можно стянуть. Вот таким вот образом. Вот у меня так получилось. Так, вяжем еще одну деталь, которая без этого хвостика и без хвостика для сшивания, просто с 3 лепестками. Итак, когда у нас готовы 2 детали, вот смотрите, вторая деталь, она без вот этого хвостика, да, и здесь мы ничего, никакую ниточку больше не оставляли. То есть теперь нужны нам 2 детали и холофайбер. Складываем одна деталь к другой. Берем иголочку. У меня такая пластиковая иголочка. И начинаем соединять. Смотрите, как я соединяю. Вы, в принципе, можете по желанию, как умеете, как знаете, я соединяю за полупетли. То есть я беру полупетлю на одном листике и полупетельку на другом листике. И просто вот так вот стежками, да, вот смотрите, петелька наша идет, беру полупетлю с одной стороны на одном лепесточке, полупетлю на другом лепесточке. И соединяю. Когда соединим один лепесток, мы его наполняем холофайбером. Так, соединяем. Я не буду показывать, как я соединяю здесь все свои петельки. Я думаю, это понятно, это совсем не сложно. Вот полупетля и полупетля другого лепесточка. Полупетелька, полупетелька. Все, соединю один лепесток и наполним его. Итак, я, вот смотрите, один лепесток полностью прошила. Теперь просто возьму и крючком так вот подтолкну этот холофайбер. Мы наполняем один лепесточек. То же самое проделываем еще с оставшимися 2 лепестками. По толщине вы сами смотрите, как вам удобно. То есть, чтобы там было много холофайбера или вот совсем немного. Вот как наполнила я. Смотрите, как красиво получается. То же самое проделываем с 2 остальными лепестками. А я еще покажу, как пришить бусины. Итак, когда мы наполнили наш листик холофайбером, теперь нам необходимы наши бусины. Иголочка, маленькая уже иголочка. У меня есть иголочка. Итак, берем полиэфирный шнур и этим шнурочком будем пришивать бусины. Обычно он легко распускается. У меня какое-то здесь двойное плетение, но неважно. То есть вот такой шнурочек, да, я себе отрежу, сколько мне необходимо. И пришью бусины. Сейчас я еще покажу, как буду пришивать с одной и с другой стороны. Отрезаем. А вот получается он такой тройной, да, а с другой стороны он легко распускается. То есть вы вот так берете и превращаете его в один. Мне вполне хватит в одну ниточку. Заправляем в иголочку. Так, смотрите, кроме того, что я
вшиваю бусины. Вот с одной стороны мы присоединили бусину. Выходим на другую сторону. Мы тоже здесь посерединке пришьем бусинку. Так, с одной стороны присоединили бусину. И с этой стороны присоединяем бусинку. Вот таким вот образом. И еще мы как бы вот этой ниточкой выделяем уголочки с одной стороны. И вот так вот проходимся каждый уголочек. Угу. С другой стороны. И с третьей стороны. И так несколько раз с каждой стороны можно пройтись. Итак, одели колечко, и получается вот такая вот красота. Как брелочек для ключей, либо на сумочку. Понадобится совсем чуть-чуть шнура, и получается, ну, по мне, очень красиво. Опять же говорю, можно сделать и 4 листика по желанию. Смотрите, у меня еще вот этот вот зелененький. Вот такая красотень, по-моему, очень даже красиво. Если вам был полезен мой мастер-класс по вязанию из остатков шнура вот таких вот замечательных брелочков, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!